Новый год или Рождество – это поистине волшебный праздник, который в разных странах ждут с замиранием сердца, а встречают в непохожей манере. У каждого народа с этим днем связаны свои суеверия, культурные и кулинарные традиции. Схожи они в одном – на новогоднем или рождественском столе каждое блюдо наделено особым смыслом и значением. Давайте узнаем, что же готовят на этот удивительный праздник люди с разных концов земли. Привет! Вы на канале Кулинарный Топ, и это история о том, что готовят и едят на Новый год в разных странах мира. Россия. В России Новый год отмечают 31 декабря. Как правило, за месяц до этой даты города украшают праздничными елками и гирляндами, открываются новогодние ярмарки и атмосфера вокруг буквально насквозь пропитывается сказкой и волшебством. Новый год принято отмечать шумно и весело, но традиционно в компании близких и друзей. Здесь новогодняя ночь является отличным поводом, чтобы вспомнить корни и традиции. Многие блюда, которые присутствуют на праздничном столе, готовят по одному и тому же рецепту из поколения в поколение. Оливье, сельдь под шубой, салат мимоза, запеченное мясо или гусь с яблоками, холодец и заливное из рыбы, бутерброды с икрой, шпротами или красной рыбой. И, конечно же, мандарины. Эта вся еда прочно ассоциируется именно с новогодней ночью. Америка. В Штатах с большим размахом и ажиотажем празднуют не Новый год, а Рождество. Традиционным рождественским блюдом здесь выступает запеченная индейка, которую готовят особым образом. Фаршируют всем, что только найдется в холодильнике: хлебом, сыром, черносливом, чесноком, фасолью, грибами, яблоками, капустой и даже сухарями. Одним словом, в ход идет все, что только есть под рукой или хотя бы отдаленно смахивает на пищевой продукт. В южных штатах Америки к индейке обязательно подадут гарнир в виде бобов и зеленого горошка. Здесь считается, что они приносят богатство и удачу. В рождественскую ночь нужно обязательно съесть хотя бы несколько бобов, и тогда год обязательно принесет достаток. Помимо индейки на Рождество американцы пекут яблочные или тыквенные пироги, имбирное печенье в виде человечков. Канада. Канада – это зимняя страна. И вовсе не удивительно, что Рождество и Новый год там очень ждут. Канадцы довольно активные, поэтому праздники предпочитают отмечать шумно и энергично. Кухня Канады не единообразна. В английской ее части рождественские ужины мало чем отличаются от английских или американских. Предпочтение отдают сытным рождественским блюдам из мяса и птицы. По традиции на стол ставят фаршированную индейку с пюре, клюквенным соусом и овощами, а на десерт – пудинг. Еще здесь подают торты с масляным кремом и песочное печенье, которое по традиции пекут накануне Рождества. Во французской части Канады предпочитают подавать на стол праздничные десерты и интересные закуски. Не обделяют здесь и традиционные французские рождественские блюда: индейка или гусь, запеченные с каштанами, ну и, разумеется, шампанское. Великобритания. В Соединенном Королевстве знают толк в еде, поэтому здесь на рождественский стол подают самые изысканные блюда. Помимо индейки, которая попала на стол англичан из Америки, здесь издавна готовят наивкуснейший сочный ростбиф. На гарнир обычно подают картофельное пюре или йоркширские пудинги. А в качестве десерта и по совместительству главного блюда всего празднования выступает рождественский пудинг с сухофруктами, финиками и коньяком. Готовят его обычно за месяц до праздника, чтобы он настоялся, а пряности и коньяк полностью раскрыли свой вкус. Особое внимание уделяют его подаче. Пудинг поливают ромом и поджигают. Уж кто, а англичане точно знают толк в рождественских десертах. Германия. Именно Германии весь мир обязан традицией украшать рождественские и новогодние елки. Елочные игрушки тоже пришли оттуда. Здесь на стол обязательно подают яблоки и орехи. Первые считаются плодами познания добра и зла, вторые символизируют тайны и трудности жизни. Яблоки с орехами либо запекают и добавляют в десерты, либо фаршируют ими мясо и птицу, например, гуся, который является традиционным рождественским блюдом. Еще одно из главных блюд немецкого новогоднего стола – фруктовый кекс-штолен. Наиболее распространенный вид штоленов имеет начинку из изюма и цукатов, хотя популярны также варианты с маком, орехами или марципаном. После трапезы немцы отправляются на поиски трубочиста. По их уверениям, если в новогоднюю ночь встретить представителя этой умирающей профессии, то предстоящий год будет счастливым и удачным. Нидерланды. Главное новогоднее блюдо для голландцев – пончики с изюмом или смородиной внутри, поджаренные во фритюре и посыпанные сахарной пудрой. В основные блюда в этот праздник добавляются соленые бобы, еще одна национальная новогодняя голландская еда. Северная Европа.
А вот у датчан несколько иное представление о символе благополучия. Это треска, блюдо из которой должны быть на праздничном столе непременно. Также датчане на стол традиционно подают жареного гуся, фаршированного сухофруктами, или запеченную свинину с картошкой и красной капустой. На десерт – грюце, рисовая каша с густым сладким ягодным киселем и жареным миндалем. В Швеции и Норвегии к рождественскому столу традиционно готовят рисовый пудинг. В его составе есть орехи и фрукты, а внутри запекают один цельный миндаль. Тот, кому попадется орешек, будет самым счастливым в новом году. Традиции финнов схожи со шведскими, недаром ведь существует выражение «шведский стол». Традиционные блюда финского праздничного стола – это рождественская ветчина с горчицей, запеканка из печени, моркови, брюквы, а также различные блюда из сельди. В Исландии главным блюдом является нога жареного ягненка, которая стоит в середине стола. Также традиционно подают хлеб, который сделан из тонких листов теста. Тесто это нарезают разными узорами и обжаривают перед подачей на стол. Португалия. Рождество, как и Новый год в Португалии, отмечают шумно и весело. Главное блюдо – бакаляу, которое готовят из соленой или сушеной трески. В готовом виде подают с картофелем и капустой. Также португальцы готовят осьминога с рисом, жаркое из баранины или запеченного козленка. Традиционный десерт – баларей, кекс с начинкой из фруктов и ягод. Кроме того, готовят соньюс – пончики, посыпанные сахаром и корицей. Португальцы считают виноград символом семейного счастья, изобилия и благополучия, поэтому он обязателен на праздничном столе. С боем часов в полночь они съедают 12 виноградин, с каждой из которых загадывают желание. Испания. Как и в Португалии, в Испании виноградная лоза издавна считается символом богатства и благополучия. Поэтому после каждого удара курантов нужно съесть по одной виноградине, то есть всего 12 штук. Одновременно нужно загадывать желание. Традиционным десертом на празднике в Испании является нуга, которая готовится из меда, сахара, яичного белка и миндаля. Также испанцы ставят на стол свое излюбленное блюдо – хамон, сыровяленый свиной окорок. Франция. Во Франции стол на Рождество очень утонченный. Какое же французское застолье без традиционных устриц, бутербродов с фуагра, сыров и, конечно же, французского вина. На стол подают и другие морские деликатесы, гребешки, красную рыбу, омары и так далее. В этой стране считается, что если у вас в течение года не хватало денег на эти блюда, они обязательно должны присутствовать на рождественском столе. Кстати, это все только закуски. В качестве основного блюда французы любят подавать запеченную баранью ногу. Говорят, если на столе есть огромная баранья нога, значит год принесет богатство и удачу. Казалось бы, на этом обильный ужин должен закончиться. Но нет. После мяса французы едят деликатесные сыры и десерт. В качестве сладкого обычно выступает рождественское полено, традиционный рулет в виде ствола дерева с самыми разными изысканными начинками. Италия. Рождественские блюда в Италии различаются в зависимости от региона. Общими для всех их являются три блюда – катекина, чечевица и паннеттоне. Катекина – это свиная колбаса, и многие хозяйки готовят ее собственноручно. Гарниром к ней выступает чечевица, она считается символом богатства и долголетия. По поверью, чем больше чечевицы ты съешь за вечер, тем богаче будешь в следующем году. Паннеттоне – это сладкий рождественский пирог с пряностями, изюмом и орехами. Во время рождественских праздников в Италии особое внимание уделяют морепродуктам. Поэтому в целом итальянский рождественский стол выглядит щедро: копченый лосось, треска, кальмары, анчоусы и моллюски. А вот традиционные спагетти на столе отсутствуют, это слишком простая еда для такого события. Греция. Одна из самых главных традиций в Греции – это лук над дверью на Новый год и гранат в Рождество. Вечером вся семья собирается за столом, где основным блюдом является жареная баранина или свинина. Греки всегда оставляют за столом пустое место для Санта-Клауса, которого в Греции именуют Святой Василий. В знак уважения к Святому Василию на столе оставляют и еду, ведь неизвестно, когда может появиться желанный гость. Ну и без сладостей дело тоже не обходится. На новогодний стол здесь принято подавать сладкий пирог, в который по традиции прячут серебряную монету. Тот, кто найдет монету, обретет удачу в наступающем году. Польша. Интересный новогодний обычай существует в Польше. Здесь на стол ставят ровно 12 блюд, не больше и не меньше. Причем, мяса на столе вы не увидите. Лишь супы, каши, картошка, клёцки, выпечка. А во главе стола – рыба, заливная, запеченная, жареная. Здесь она считается символом успеха и семейного благополучия.
Кроме того, на столе должна присутствовать селедка. С первым ударом часов нужно успеть съесть кусочек селедки. Это принесет удачу, процветание и щедрость судьбы в новом году. Причем чем селедка острее, тем счастливее будет год. Так сказать, польский секрет удачи. Чехия. Без мяса в новогоднюю ночь стараются обходиться и в Чехии. И это в стране, где так любят и жирную рульку, и сочные свиные колбаски. Зато обязательное украшение новогоднего стола и гордость хозяек – нежнейший слоеный рулет с яблоками, штрудель. Он подается с мороженым, сливками или вареньем. В остальном в Чехии новогодний стол простой, но сытный. Суп, рыба, перловая или пшенная каша. Япония. Вопреки многим стереотипам, суши и роллы на праздничном столе отсутствуют. В новогодние блюда японцы кладут каштаны, причем практически во все, и в сладкие, и в основные. Дело в том, что японцы считают, что каштаны приносят удачу в делах, и чем больше их съешь на Новый год, тем больше удачи получишь. Помимо каштанов на столе обязательно должны присутствовать бобы, для здоровья, икра сельди для счастья в семье, и морская капуста, для радости. На десерт обычно подают моти, сладкие рисовые пирожки с начинкой из каштанов. Отметить новогодний вечер ужином из ведра острых крылышек KFC – традиция, которая все заметнее в Японии в последние годы. Под Новый год там выстраиваются очереди из желающих заполучить свое праздничное ведерко, а некоторые сразу заказывают обильный ужин на дом. А вот шумных застолий в Японии нет, потому что в новогоднюю ночь принято думать о том, что ждет человека в наступающем году. Китай. Новый год в Китае – это шумный и добрый праздник, который длится несколько недель. Как правило, он начинается в конце января или начале февраля. В Китае этот праздник носит немного другое название – праздник весны. Его отмечают в Поднебесной уже на протяжении 2000 лет. Неудивительно, что в это торжество самым тесным образом вплетены традиции и обычаи. Начинается праздник весны с семейного застолья. Домашние собираются вместе, чтобы обсудить итоги года и наметить планы на будущее. На столе обязательно присутствуют блюда из рыбы, курицы, свинины, тофу, лапши, а также китайские пельмени с различными начинками, и, конечно же, море чая. Израиль. В истории еврейского народа было много печальных, и даже страшных страниц. Может быть, именно поэтому здесь не принято ставить на новогодний стол соленые, кислые или горькие блюда, а наступление Нового года принято встречать только сладкими блюдами, чтобы грядущая жизнь была именно такой, без горечи и соли. Праздничный стол не обходится без яблок, запеченных с медом, граната, рыбных блюд, а также традиционных хумуса и фалафеля. Также готовят латкис, блюдо похожее на драники, и хала, выпечка из сдобного дрожжевого теста. Однако 31 декабря все эти незамысловатые, но очень вкусные деликатесы на праздничном столе можно и не встретить. Наступление Нового года правоверные иудеи отмечают осенью. Мексика. В Мексике особенно шумно празднуют именно Рождество. А поскольку темперамент местных жителей к этому очень даже располагает, мексиканцы отмечают этот праздник несколько недель, так что и блюд готовится много, чтобы праздновать не на пустой желудок. К застолью здесь подают рамеритос, основой которого выступают креветки, картофель и наивкуснейший соус моля. Также на рождественском столе можно обнаружить фаршированную индейку, кукурузу, бобы и сладкую выпечку. Одно из самых популярных праздничных блюд в Мексике – тамале. Это кукурузное тесто с начинкой из мяса, сыра и других вкусностей, которые завернуты в кукурузные или банановые листья. Перед праздником мексиканские семьи собираются вместе и готовят множество маленьких кульков тамале. Австралия. Встреча Нового года в Австралии существенно отличается от праздника в северных странах. Ведь в Австралию праздник приходит без снега. Австралийцы предпочитают отмечать это событие не в тесном семейном кругу, а на пляжах, катаясь на серфах. Привычное новогоднее угощение австралийцев – барбекю из мяса, рыбы, морепродуктов и овощей, а также мороженое, пудинги и клубника на десерт. А какие ваши самые любимые новогодние блюда? Делитесь в комментариях своими мнениями по поводу сегодняшней подборки. Подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить очередную порцию интересных подборок из мира кулинарии. А я прощаюсь с вами до следующего видео. Всем спасибо, всем пока.